Уважаемые коллеги, господа, друзья, очень рад вас всех видеть. У нас наша компания расширяется, количество друзей и наших единомышленников в рамках объединения БРИКС возросло. Интерес к деятельности объединения очень большой. Мы уже, и я, и мои коллеги неоднократно об этом говорили. И, конечно, этот интерес растет, в том числе и благодаря вашей работе и вашей поддержке, информационному обеспечению нашей работы с моими коллегами и друзьями, руководителями государств, участников, членов БРИКС. Скоро саммит, в преддверии саммита состоится еще визит президента Объединенных Арабских Эмиратов, буквально послезавтра, приедет, будет у нас в воскресенье, у нас с ним как раз вот здесь, у меня дома запланирован неформальный ужин, а на следующий день, в понедельник, визит. А затем уже со вторника начнем работать в Казани. Большая очень программа запланирована. Да и в течение года, в течение нашего председательства в БРИКС многое было сделано. Наверное, тоже к этому будет какой-то интерес. Я с удовольствием расскажу в общих чертах. Я сразу меня прошу извинить, я расскажу вам только в общих чертах, потому что такой объем информации, его невозможно весь этот объем с собой уносить, в голове держать, потому что сотрудничество очень разнообразное, многоплановое, по всем направлениям идет. И здесь, конечно, по каждому из этих направлений было бы, я думаю, вам интересно поговорить со специалистами, которые той или иной деятельностью занимаются профессионально. Очень рассчитываю на то, что у вас такая возможность будет, в том числе и у вас, и у ваших коллег, у ваших подчиненных, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани. Это, пожалуй, все, что мне бы хотел сказать в начале, чтобы время не занимать. Я слово передаю вам и постараюсь ответить на ваши вопросы в том объеме, в котором я владею тем или другим аспектом нашей сегодняшней предстоящей беседы. Пожалуйста, прошу вас. Владимир Владимирович, сердечно благодарны за то, что вы в вашем прямо-таки нечеловечески напряженном графике нашли время встретиться с нами. Об этом напряжении свидетельствует хотя бы то, что за 4 дня в Казани у вас будет не только саммит, не только масштабная пресс-конференция, но и более 2 десятков двусторонних встреч. Это трудно, вы правильно совершенно говорите, это трудно разместить в голове, но каким-то образом… 17. Хорошо, примерно 2 десятка двусторонних встреч. Эта встреча, которую мы сейчас проводим, она исключительно важна не только для нас персонально, но и для всей планеты, потому что здесь представлены средства массовой информации, суммарная аудитория которых буквально несколько миллиардов человек. И у нас есть вопросы, ответы на которые мы донесем для наших зрителей, слушателей и читателей. Я хочу задать первый вопрос, может быть, такой обобщающий. Мир меняется с такой скоростью, что мы даже порой не успеваем следить за тем, сколь другим он стал. Какие приметы этих перемен и какие возможности они дают для БРИКС? Самая главная примета – это формирование новых центров развития. Это самая главная примета. И это развитие, по мнению экспертов, которым я очень доверяю и ко мнению которых прислушиваюсь,
оно объективно будет идти прежде всего в странах, членах БРИКС. Это глобальный юг, так называемый, прежде всего. Это Юго-Восточная Азия, это Африка. Позитивный рост будет в таких мощных странах, как Китай, Индия. Позитивный рост будет в России, Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. По нескольким причинам. Ну, во-первых, уровень развития тех стран, в которых ожидается позитивная динамика, но такая сдержанная, говорит, прежде всего об этом говорит то, что эти страны уже достигли определенного уровня развития. Первое. Второе. В тех странах, о которых я сказал, и в которых будет опережающий рост, там еще недостаточный уровень урбанизации и высокий темп прироста населения. И вот эти два фактора, без всяких сомнений, будут играть на формирование новых центров экономического роста, а за этим развитие политического влияния. Но что касается таких членов БРИКС, как Китай, Индия, как Бразилия, Южная Африка, Южноафриканская республика, то, конечно, вот рост их экономического потенциала будет сопровождаться и ростом их влияния в мире. Это совершенно очевидная вещь. Вот, но это просто объективная данность. Вот БРИКС, ведь это уже говорили, много раз говорили мои коллеги, партнеры и друзья. Это 45% населения планеты, это 33% суши, и это постоянный рост торгового оборота и уровень в мировой торговли. Вот я сейчас только что выступал перед деловым советом БРИКС, перед предпринимателями из наших стран, и приводил цифры, о которых я уже говорил ранее. Ну, я не знаю, да, я с собой не взял, но если посмотреть на 1992 год и 2023, то рост в мировом ВВП стран БРИКС совокупный, он удвоился, а рост стран «семерки» понизился. И по этому показателю страны БРИКС уже опережают страны «семерки», и к 2028 году, это совершенно очевидно, медицинский факт, разрыв в пользу стран БРИКС увеличится. Это уже очевидная вещь. По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать, имея в виду продовольственные рынки, энергетические и так далее. Но и в высокотехнологичных сферах, в частности, в развитии искусственного интеллекта и его использования, мы все больше и больше не только приобретаем компетенции, а по отдельным направлениям становимся лидерами. Поэтому вот это самое главное изменение. Вот это самое главное, очевидное, зримое изменение, которое происходит в мире. Ну, это естественно, на самом деле, ничего здесь такого нет. Мир постоянно меняется, и всегда появляются лидеры. Так что к этому нужно относиться спокойно, как к данности, и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой. Что отличает БРИКС от очень многих других международных организаций? БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было. Очень хорошо сказал премьер-министр Индии, по-моему, он сказал недавно, он сказал, что
БРИКС – это не антизападное объединение, оно просто не западное. Вот это очень важно. В этом большой смысл есть. То есть БРИКС никому себя не противопоставляет. Он просто это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития, и принцип самого главного – учета интересов друг друга. Вот на этой базе мы и будем работать в Казани. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Действительно, страны БРИКС – это 45% населения планеты, но если БРИКС и не составляет мировое большинство, то уж точно представляет, потому что многие страны, даже не члены БРИКС, болеют за успех этого объединения и разделяют ценности. Я с удовольствием представляю моего коллегу из Китая Фань Юня. Фань Юнь – главный редактор компании CGTN и заместитель главы медиакорпорации Китая господина Шеня. Пожалуй, да, и мы предоставляем право среди наших гостей задать первый вопрос, учитывая ваши личные отношения с председателем Си Цзиньпинем и особые отношения России и Китая. А потом пойдем уже по часовой стрелке. Пожалуйста, господин Фань. Уважаемый господин президент, очень рад представлять китайские СМИ на этой встрече. Казанский саммит БРИКС – это первый саммит после расширения организации, поэтому мы уделяем очень большое внимание вместе с ростом роли государств БРИКС и после расширения организации. Как вы думаете, как это скажется на влиянии организации? Вы уже упомянули, что ВВП членов организации представляет больше 33%. Какой вклад это привнесет в развитие всего мира? Теперь БРИКС состоит из 10 стран. Каждая из этих стран представляет интерес и ценность для мирового сообщества и, разумеется, для такого объединения, как БРИКС. Каждая из этих стран имеет свою культуру, свою историю, имеет свои преимущества в мировом разделении труда. И взаимодействие с этими странами представляет интерес для всех участников объединения БРИКС. Конечно, когда появляются новые игроки, появляются новые участники, причем полноправные участники какого бы то ни было международной организации, они привносят что-то свое. Здесь очень важно, чтобы они, с одной стороны, учитывали те принципы, на которых БРИКС создавался. Он создавался 3 странами. Первый шаг был сделан Россией, Индией и Китаем. Вместе мы это делали. РИК создали в свое время, Россия, Индия, Китай в Петербурге. Потом это все начало расширяться. Но, с другой стороны, все члены организации должны с уважением относиться к интересам новых стран-участниц. Мы в течение этого года делали все, что зависит от России, для того, чтобы постепенно, спокойно интегрировать всех наших новых членов в работу организации. Ведь у нас запланировано 250 самых разных организаций, самых разных мероприятий, и причем в разных областях. 200 мероприятий уже проведено. Мы ведь не случайно приняли новых членов. Это и без того были страны, люди, которых мы очень хорошо знали, с которыми долго по разным направлениям работали. Но теперь, когда они стали работать, мы стали вместе работать в рамках единой организации, то тогда, конечно, мы
предоставляли площадки и для обмена мнениями, и для поиска возможных совместных проектов, причем в самых разных областях. И это касается, прежде всего, конечно, экономического взаимодействия, но не только. Мы уделяем большое внимание и развитию межчеловеческих, гуманитарных связей в области культуры, кинематографии, в области молодежных обменов и так далее. Вот по всем этим линиям мы напряженно работали практически в течение всего года. И практика показывает, что мы на правильном пути, практика показывает, что мы сделали хороший, верный шаг с точки зрения расширения. И, конечно, здесь я абсолютно убежден, это без всяких сомнений будет повышать, уже мы это видим, повышать интерес к организации и влияние в мире, и авторитет. Вы знаете, ведь за каждым из этих новых стран-членов стоят какие-то их ближайшие союзники по тому или другому направлению. И когда эта страна попадает в объединение, все страны, которые близко сотрудничают с новыми странами-членами организации, они тоже смотрят внимательно, что там происходит, и тоже проявляют интерес к совместной работе. Вот я уже говорил неоднократно, 30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать вместе с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации. Поэтому вот это зримый эффект от присоединения. Сразу за вот этой волной нарастает следующее, но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно мы никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты. Как выстроить эту работу, это мы с коллегами, с моими друзьями в Казани, когда встретимся, обо всем поговорим. Ну вот вам и мировое большинство. С удовольствием передаю слово моему коллеге из телекомпании Sky News Arabia, Надим Катеич, один из самых известных журналистов арабского мира, автор и ведущий еженедельной программы «Сегодня вечером» с Надимом, то есть мы абсолютные коллеги. Так что, пожалуйста, Надим, ваш вопрос. Господин президент, большое вам спасибо за возможность встретиться с вами. Мы рады приветствовать вас. Представляем телеканал Sky News Arabia. Прежде чем начну, хочу сказать, что ваша команда прекрасно поработала над организацией встречи. Мы рады тому, что можем откровенно с вами общаться, хоть и не знаем русского языка. И я хочу знать, что мы не проговаривали точно вопросы. Хочу, чтобы все это понимали и знали. Мы ценим эту искренность. Господин президент, вы неоднократно говорили о том, что нужно перекраивать мировое устройство. Возможно, это непростое дело. Мы понимаем, что Китай и Соединенные Штаты влияют на это. И как смотрит Россия на этот процесс? Не чувствует ли Россия себя в какой-то степени младшим партнером в ходе различных событий, которые происходят между Китаем и США? У нас с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они очень доверительные, и объем торгово-экономических связей растет быстрыми темпами. Ну, по нашим данным статистики где-то 226-228 миллиардов, по китайской статистике где-то 240 миллиардов долларов уже оборот между нашими странами. Поэтому это само говорит за себя. Я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, что российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стабильности в мире, стратегической стабильности. Это, мне кажется, тоже факт очевидный, и такая позиция очень многими разделяется. У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга.
Это не пустая штампованная фраза. Так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Вот еще лет 5-6 назад мы с китайским руководством и на уровне правительства, и на уровне высшего политического руководства, я со своим другом, председателем Си Цзиньпинем много раз говорил о том, что нам нужно облагораживать баланс торговый, да? И нам нужно подумать о том, что мы можем сделать для того, чтобы и российская продукция промышленности в большем объеме попадала на китайский рынок и в области сельского хозяйства. У китайской стороны к нам тоже были соответствующие вопросы и по энергетике, там, по некоторым другим направлениям, по сотрудничеству в космосе. Вы знаете, мы все выправляем, мы слышим друг друга. Вот если сейчас посмотрите на структуру торгового баланса, вот там сразу ответ на все эти вопросы. Мы не просто говорим, мы делаем. И у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга. И это получается. Это первое. Значит, теперь, что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами. Мы не лезем в эти вопросы. Так же, как не лезем в отношения между, скажем, вот здесь сидят коллеги, да, и они сразу поймут, о чем речь, между Эфиопией, скажем, и Египтом. Понимаете, о чем я говорю? Мы не лезем, понимаете, мы стараемся найти какие-то, если возникают какие-то сложности, и от нас хоть что-то зависит, мы готовы предложить свои услуги в разрешении этих проблем, если они возникают. И если участники соответствующего процесса заинтересованы в нашем каком-то участии. Самая крупная экономика мира сегодня по паритету покупательной способности, не на душу населения, а по паритету покупательной способности – Китай. Ну, это все же статистика. Понимаете? На втором месте Соединенные Штаты. Да, на душу населения, конечно, в Штатах намного больше. Ну, так посмотрите, сколько населения в Китае, 1,5 миллиарда, там, или миллиард, сколько, 300, миллиард 400, да, и сколько в Соединенных Штатах. Но объем экономики стал больше. На втором месте США. На третьем Индия, кстати говоря, на четвертом месте Российская Федерация. Мы чуть-чуть обогнали Японию. Значит, доля Китая является нашим партнером торгово-экономическим номер один. Но доля России растет. И сейчас доля России четвертая в торговом обороте Китая. Понимаете? Это имеет значение для всех. Да. Мы очень внимательно каждый шаг измеряем. Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители. Это самый надежный источник России. У нас общая граница. Не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати говоря, взаимоотношений Китая с Соединенными Штатами. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Все, граница общая, все. А ресурсы энергетические в России просто безграничные. А если посмотреть на отношения между Китаем и Соединенными Штатами, вы знаете, здесь, я думаю, что Штатам нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В конечном итоге на них-то и отражается, в том числе на долларе отражается. Весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если Соединенные Штаты по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы. Все задумались об этом. И объем использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники Соединенных Штатов сокращают свои резервы в долларах. А с Китаем что происходит? Ну, тоже одна санкция за другой. И связано это не с политикой, это связано с ростом экономики Китая. И с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Но знаете, я
хочу что сказать. Соединенные Штаты опоздали лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать, так же, как вот невозможно сказать Солнцу, не вставай. Оно все равно поднимется. Но есть объективные процессы экономического развития. Они связаны с миллионом факторов. И вот эта попытка сдержать развитие Китая, она негативно отражается и на экономике самих Соединенных Штатов. Они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентоспособными. А если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентоспособными в отдельной отрасли экономики. Так сложилась кооперация на протяжении предыдущих десятилетий между экономикой Китая и Соединенными Штатами. Она взаимосвязана. Все это понимают. Но вот те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер. Но это же связано еще и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации с Тайванем связаны. Зачем? Я часто задаю себе вопрос, вот, когда вижу какие-то провокационные акции там, в одном, другом регионе мира. Зачем мне это делать, не понимаю. Теперь фактически НАТО втаскивают, и европейцев втаскивают туда, вот, в Азию, да, через НАТО. И никто не хочет у европейцев спрашивать. Они вообще-то хотят портить свои отношения с Китаем, вылезать туда через структуру НАТО в Азию и создавать там ситуацию, которая будет вызывать обеспокоенность у стран региона, в том числе у Китая. Да я вас уверяю, я знаю, что нет. Тем не менее, их туда, значит, как на аркане тащат, как маленьких собачек. Большой дядя за собой, и все. Активизируют своих союзников, там, Японию, Австралию, Новую Зеландию, создают дополнительные точки напряжения, перемещают оружие достаточно серьезное, угрожающее странам региона, в том числе и Китаю, и России угрожает. Поэтому мы внимательно смотрим за этим. Мы, конечно, не вмешиваемся, так же, как и в другие, я уже сказал, между там, Эфиопией и Египтом мы не вмешиваемся. Но мы, безусловно, исходим из того, что Китай наш стратегический партнер и союзник. Спасибо. Но сила БРИКС в том, что нет старших и младших, и никто не вмешивается в отношения других стран. Но действительно, это очень важное качество и важная интонация внутри этого объединения. Владимир Владимирович, хочу представить вам всемирно известного колумниста по международной политике, международной арабской политике, который представляет газету «Араб Ньюс», Файзал Аббас. Пожалуйста, Файзал. Ваше Превосходительство, президент, позвольте поблагодарить вас за эту возможность пообщаться с вами по различным проблемам, которые очень важны на международной арене. Мой вопрос, как вы знаете, Саудовская Аравия приглашена в БРИКС, и министр иностранных дел примет участие в саммите в Казани. Как вы знаете, господин президент, и наследный принц был занят с прошлого октября, был занят вопросами урегулирования вопросов на Ближнем Востоке и решением двухгосударственной проблемы в Палестине. И Москва всегда поддерживала это решение двухгосударственное. Будет ли на саммите БРИКС и участие генсекретаря ООН? Что мы можем ожидать по результатам, чтобы оказать давление, реализовать прекращение кровопролития, которое происходит сегодня на Ближнем Востоке, учитывая
тот фактор, что есть полное согласие между всеми членами БРИКС о необходимости реализовать двухгосударственное решение палестинской проблемы. Сейчас, когда говорили прекращение огня, то имели в виду прежде всего сектор Газа. Так я вас понял? Yes, sir. Да. Ну, наша позиция здесь очень хорошо известна. Я здесь вряд ли смогу что-то добавить нового. Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совета Безопасности, решение Совета Безопасности об образовании двух государств, Израиля и палестинского государства. В этом корень всех проблем. И уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС. Кстати говоря, я пригласил и президента Палестины, чтобы он тоже поучаствовал в наших мероприятиях. Будет возможность его выслушать его оценки. Но, знаете, у меня много очень было бесед на эту тему и с израильским руководством, и с руководством Саудовской Аравии, и с палестинским руководством. Невозможно, на мой взгляд, я говорил нашим партнерам в Израиле, невозможно, мне кажется, решить палестинскую проблему, исключительно опираясь на вопросы, связанные с экономикой. Вот я знаю, что у израильского руководства, причем и ныне действующего, ее прежних руководителей, есть мнение, что достаточно удовлетворить какие-то фундаментальные, основные интересы палестинцев, проживающих на этих территориях, и вопрос будет закрыт. Мне кажется, что кроме чисто материального характера, есть еще вопросы, связанные с духовной сферы, связанные с историей, связанные с чаяниями того или другого народа, проживающими на определенных территориях. И здесь вопрос гораздо глубже и сложнее. Вот в этой сфере нужно работать. Первое. Второе. Нужно, конечно, работать в рамках такого широкого консенсуса. Я сейчас не хочу, знаете, здесь во всем те же самые Соединенные Штаты обвинять, но зря они разрушили четверку. Ну, нет, ну правда, но не хочется их все время тыкать там и говорить, что они во всех бедах виноваты. Ну, наверное, это не так, конечно. Но зря четверку разрушили. Четверка работала, легче было согласовывать все позиции. Но они взяли на себя, монополизировали эту работу, взяли на себя всю ответственность, ну и не получилось, в конце концов, провалились с этим. Мне думается, надо бы вернуться, может быть, даже не четверку это расширить, поговорить о том, как восстанавливать эти территории, как вернуть людей, которые покинули эту территорию. Ну, палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Это первое. А второе, чем больше будет проблем гуманитарного характера, тем больше будет желающих отстаивать свои интересы. Кстати говоря, многие и в Израиле это понимают. И такую точку зрения, которую я сейчас вам излагаю, многие в Израиле тоже разделяют. И у меня была и, в общем-то, есть возможность получать информацию от людей, которые придерживаются такой точки зрения в Израиле. Мы в контакте до сих пор и с Израилем, мы в контакте, разумеется, с Палестиной. У нас традиционная позиция еще со времен Советского Союза, которая заключается в том, повторю это еще раз, что главный способ решения палестинской проблемы – создание полноценного палестинского государства. Спасибо большое. На следующий председатель группы компании Секунджело, доктор Игбаль Сурбе, который является одним из наиболее влиятельных лидеров Африки. В его группу компаний входит медиагруппа Independent Media и Африканское новостное агентство. Доктор Игбаль Сурбе работал с президентом Манделой и является глубоким приверженцем БРИКС.
Пожалуйста, Игбаль. Южная Африка. Ваше превосходительство, господин президент. Во-первых, поздравляю с проведением саммита. Для меня большая честь и радость, что мы сегодня здесь собрались. Господин президент, вы один из первопроходцев БРИКС. Вы правильно заметили, что с самого начала находились в этом объединении. Кроме того, вы видели, как развивался БРИКС. От РИКС к БРИКС было включено в состав ЮАР. Сейчас новые страны присоединились к объединению. Господин президент, я председательствовал в деловом совете БРИКС и имел возможность встретиться с вами во время своего занятия этого поста. И я твердый сторонник БРИКС, но у меня есть ощущение, что мы двигаемся слишком медленно. И есть ощущение, что мы можем упустить важную возможность обеспечить, чтобы объединение БРИКС стало ведущей мировой группой. БРИКС – это очень важное объединение на этом поворотном моменте с точки зрения мировой истории. Очень важно, чтобы глобальный юг, и, как господин Киселев сказал, глобальное большинство состоялось, и чтобы Российская Федерация сыграла здесь важную роль. Мой вопрос обращен к вам непосредственно. Как вы, Россия, председательствующая в БРИКС, можете ускорить механизмы для того, чтобы БРИКС сыграл более важную роль и экономически, и в системах взаиморасчетов, и что еще более важно, как мне кажется, в политическом плане тоже. Благодарю, господин президент. Что касается политического устройства. Вот здесь ваш египетский коллега, я уж как бы ушел от этой части, но поскольку вы к этому вернулись, я вернусь и к начальной части его вопроса. Он говорил о том, что мы заявляем и стремимся к переустройству миропорядка. Мы не стремимся на самом деле. Это происходит естественным образом. Мы просто говорим о том, что это неизбежный процесс, и мы должны соответствующим образом на это реагировать. Ведь вот эти новые центры силы, которые возникают, они же возникают не потому, что западные страны довели до украинского кризиса, и все привело к тому состоянию, в котором это находится. Я просто еще раз напомню. В 2014 году западные страны во главе США организовали, или не организовали, если то, поддержали госпереворот. С этого начался весь кризис. А потом начали на протяжении многих лет НАТО туда толкают. Вот с чего кризис начался. И войну начали в 2014 году. Потому что те люди, которые не согласились с госпереворотом, против них начали проводить вооруженные акции с применением вооруженных сил. Вот война и началась в 2014 году. Но изменения в мире начали происходить раньше. И начали происходить в огромном, большом масштабе. Это и есть, вот это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира. А мы просто исходим из того, что это происходит, и мы способствуем, причем стараемся способствовать таким образом, чтобы это не приводило к разрушению, а наоборот, чтобы все спокойно выстраивалось в новом нарастающем формате. Вы говорите, что нужно действовать более активно. А как более активно? На наш взгляд, здесь суета неуместна. Мы действуем поступательно, шаг за шагом, степ-бай-степ. Вот что касается финансов. Да, мы не отказывались, скажем, от доллара в качестве универсальной валюты. Нам было отказано в его использовании. Но теперь 95% всей внешней торговли России оно осуществляется с нашими партнерами в национальных валютах. Понимаете? Вот это
Но они сделали своими руками. Ну что ж, так. Они думали, что все рухнет. Нет, ничего не рухнуло. Она развивается на новой базе. В нашей торговле с Китаем 95% рубль и юань. Кстати говоря, юань используется нами и в расчетах с третьими странами, что способствует укреплению юаня как международной денежной единицы. Не потому, что Китай хочет кому-то навредить. Нет, он ничего плохого никому не делает. Просто так вот складывается обстановка, обстоятельства. Вот. Вот это первое. Расчеты в национальных валютах. Мы создали банк, который возглавляет госпожа Росов. Там еще нужно много чего сделать. Над капиталом надо поработать, надо увеличить капитал, надо... сейчас не буду все перечислять. Мы с госпожой Росов встречались несколько раз. Она хороший специалист, все понимает. Нам нужно поговорить о том, как создать платформу по страхованию соответствующую. Так? Пул резервных валют. Все это нужно постепенно укреплять. Нужно, чтобы это были не декларации, а реально работающие инструменты. Это и происходит. Вот сейчас мы хотим предложить коллегам, пока в деталях не буду говорить, но хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос – это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах и других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития, и о чем я уже сказал. Причем мы можем сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным, но будет находиться под контролем соответствующих институтов БРИКС. Это может быть еще одним очень интересным, хорошим шагом в развитии глобального юга и с нашим прямым активным участием. Мы сейчас поговорим об этом, не сейчас, а вот с коллегами поговорю. Мы уже ведем консультации и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами. Вот сейчас только что мы провели консультации. И с Южной Африкой обязательно поговорим. Мы со всеми будем это делать. Мы делаем это, мы идем постепенно. Но мне кажется, что этого недостаточно. Ведь для того, чтобы эффективно работать в сфере экономики, нужно обязательно сближать людей. У нас же все наши традиционные, так называемые традиционные ценности и китайской культуры, и христианской культуры, и исламской культуры, они же, по сути, если прочитать, перевести с одного языка на другой, это одно и то же. Они все очень близки. Или, как говорят дипломаты, полностью совпадают. Но нужно, чтобы люди это осознали, поняли. Нет врагов. Есть только друзья-единомышленники. И поэтому мы развиваем соответствующую программу в области музейного дела, в области театрального дела. Вот сейчас в этом году по инициативе России в области даже танцевального народного искусства создали единую платформу. В области кинематографии, в области театра, выставочной деятельности. Это все создает колоссальную, прочную, должно создавать, и, уверен, создаст прочную, хорошую базу для сближения людей. Вот мы с коллегами постоянно проводим соответствующие тематические года. Год культуры, год молодежных обменов, год театра и так далее, и так далее. Это тоже сближает людей. Создает многочисленные контакты, возможности повышает, доверие повышает друг друга, что самое главное. Доверие повышает. А это необходимая база для сотрудничества в сфере экономики и обеспечения безопасности. Вот поэтому спешить не будем, но будем двигаться как можно быстрее. Здесь с этого темпа сбиваться тоже нельзя, с этим я согласен, вы правы. Спасибо. Но фактически речь идет о создании общего культурного рынка стран БРИКС.
который будет способствовать и сотрудничеству в сфере безопасности и экономики. Следующий индийский гость, Владимир Владимирович, это влиятельное информационное агентство PTI, и Судхакар Найер, работая в PTI 45 лет, прошел путь от корреспондента до исполнительного редактора, работал в Германии и в премьерском пуле. Пожалуйста, Судхакар. Спасибо большое, господин президент. Я уже в 6-й раз посещаю Москву, освещая переговоры лидеров России и Индии. Я хотел задать вопрос очень актуальный, который связан со странами БРИКС, их сотрудничеством и кинематографом. В Индии очень хорошо развита кинематографическая отрасль. Тем, кому там 40, 50 и так далее лет, помнят индийское кино. А Россия даст возможность производителям кинопродукции из стран БРИКС снимать кино и откроет рынок и даст какие-то стимулы. Если посмотреть на все страны БРИКС, то, наверное, в России индийское кино пользуется такой популярностью, как нигде, ни в какой другой стране БРИКС. У нас даже канал существует, по-моему, отдельный канал на телевидении, который днем и ночью крутит индийское кино, да? Да. Вот, поэтому вопрос интереса к индийскому кино у нас очень большой. Первое. Второе. На московских кинофестивалях, да, у нас проводятся кинофестивали БРИКС. Так? И в этом году на московском кинофестивале были представлены все ленты из практически всех стран БРИКС. Победила, по-моему, работа режиссеров из Саудовской Аравии, Египта и третья страна там еще, я уже не помню, Иордания, по-моему, Иордания. Да, Саудовская Аравия, Египет и Иордания. Вот победила картина трех режиссеров из этих стран. Что касается экономической стороны дела, то продукты кинематографии – это так же, как и любые другие продукты, это часть рынка, который должен быть соответствующим образом отрегулирован. В Индии очень много решений принято по защите своего собственного рынка, и это касается не только кинематографии, это касается автомобильного рынка, и других направлений деятельности. Но мы уверены, если такая заинтересованность у индийских наших друзей есть, то мы без всяких сомнений найдем общий язык для продвижения продукции кинематографистов Индии на российском рынке. И могу сказать, что на рынке в широком смысле этого слова этот продукт востребован, во всяком случае, в России. И это наряду с фармацевтикой индийской, думаю, что будет хорошим бизнесом. Готов буду поговорить с нашим другом, с премьер-министром Индии, когда он приедет в Казань, если он поднимет вопрос. Но мы уверены, что мы договоримся 100%. Здесь я вообще не вижу никаких сложностей. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, конечно, хотелось бы увидеть не просто индийское кино, хотелось бы увидеть кино с участием актеров из стран БРИКС, представляющих свои разные культуры. Да, но чтобы там был индеец, китаец, эфиоп, ну и так далее. Вы знаете, мы говорили с коллегами, с лидерами стран БРИКС о том, чтобы организовать фестивали и театрального искусства, и это сейчас проводится, и у нас же создана, по-моему, Академия кинематографии совместная, и будем обязательно идти по этому пути. Говорили о необходимости создания фестивалей эстрадной музыки и так далее, и так далее. Здесь непочатый край работы, как у нас говорят. Есть над чем работать. Эта работа очень интересная. И, конечно, и представителям прессы тоже будет интересно освещать это и участвовать в этой совместной работе.
Да, но вот в Советском Союзе был такой опыт, как Мимино, например, там кавказцы, там, русские или украинцы участвовали в военных фильмах, когда вот актеры из представляющих разные культуры или близкие культуры, тоже такое интересное направление. Гости из Эфиопии, генеральный директор медиакомпании Fana Broadcasting, это крупнейшая медиакорпорация Эфиопии, вещающая на 9 языках. Адмасу Дамтью Белете. Пожалуйста. Ваше превосходительство, господин президент. Спасибо большое за возможность присутствовать на интервью. Вопрос, как же мы можем сделать так, чтобы наши инфраструктурные, технологические и образовательные проекты приносили реальную добавленную стоимость и были коммерциализованы? How to capitalize the collaborative. Как мы можем сделать так, чтобы мы монетизировали проекты сотрудничества по строительству инфраструктуры в технологической области и в области образования? Что касается области образования, давайте с этого начнем. У нас традиционные, очень хорошие и позитивные связи и опыт очень хороший в подготовке кадров для Африки. Ну, это на протяжении десятилетий, со времен еще Советского Союза, тысячи людей из Африки у нас проходили образование. Многие из них и сегодня занимают очень важные позиции в своих странах, получив образование в России. Что нас очень радует, потому что вот на последнем саммите Россия-Африка в Петербурге мы наблюдали такие картинки, которые порадовали, я думаю, миллионы российских граждан, потому что наши средства массовой информации, телевидение, интернет показывали, как сегодняшние госслужащие из некоторых африканских стран поют русские песни, причем поют на достаточно хорошем русском языке. И, безусловно, это очень такой мощный потенциал взаимодействия, сотрудничества, образование, полученное в той или другой стране на языке, тем более страны пребывания. Мы эту практику продолжаем. Я сейчас боюсь просто ошибиться в цифрах, но практически, ну, не со всеми, если странами Африки, то со многими уж точно. И это касается в том числе и Эфиопии. Вот второй вопрос, не менее, или вторая часть вашего вопроса, вы ее задали в качестве первой, она не менее важна, это инфраструктура. Вот у нас очень много проектов в этой сфере, в развитии инфраструктуры. И вот наиболее известные, значимые такие, носящие глобальный характер, это известная уже многим заинтересованным коллегам известный проект «Север-Юг», это от Балтийского моря и до Персидского залива, железнодорожная магистраль. Это мы делаем с многими нашими партнерами, которые проявляют интерес, в том числе и готовы участвовать в финансировании этого проекта. Это второй очень крупный маршрут, это Североморской путь, это по Северному Ледовитому океану. И здесь мы очень много делаем. Это глобальный маршрут, и многие страны, члены БРИКС, проявляют к нему большой интерес, потому что он дает маршрут в случае своей реализации, а он реализуется нами, дает очень большие экономические преимущества. Что касается Эфиопии, да, и здесь мы очень многое делаем. Это практическая работа. Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России. У нас, по-моему, 7 атомных ледоколов, 34
значит, дизельных ледоколов, причем очень высокого класса, они мощные, современные. Строится еще ледокол «Лидер», ну, так мы его называем, который вообще будет колоть лед любой толщины, любой вообще, и будет работать круглогодично. Ну, собственно говоря, и так уже проводка судов там, по-моему, до 9 месяцев уже доходит. Поэтому это очень интересный большой проект. Что касается Эфиопии, то у нас традиционные глубокие отношения и духовные, гуманитарные связи очень хорошие. И многие наши компании проявляют интерес к работе на эфиопском рынке. Это энергетические, это машиностроительные компании. И мне бы очень хотелось, чтобы все планы, о которых мы с премьер-министром говорили, были реализованы. Мы со своей стороны будем все для этого делать. Будем колоть лед любой толщины. Это, понимаете, ну, для Эфиопии, может быть, это на данный момент времени не так интересно. Но для таких стран, как Индия, Китай, очень многие страны в других регионах мира представляют огромный интерес экономический. И поэтому мы обсуждаем это и в рамках БРИКС, и на двусторонней основе, и мы готовы к работе подобного рода с нашими партнерами по БРИКС. Ведущее информационное агентство Египта МЕНА Салахельдин Магаури. Пожалуйста. Господин президент, меня зовут Салах Магаури, я представляю информационное агентство МЕНА из Египта. Большое спасибо за приглашение на данную встречу. Конечно, мы знаем, что позиция Российской Федерации по множественным проблемам повестки справедлива, принимает во внимание интересы всех, и Россия стремится к сотрудничеству, а не вмешательству в дела других. В частности, в рамках БРИКС мы видим, что Россия поддерживает устремления различных стран, которые стремятся к вступлению в нее. И мы понимаем, что саммит происходит в турбулентное время, множество вызовов и угроз, которые сегодня мы видим на мировом уровне. Хотелось бы услышать ваше видение будущего сотрудничества между членами группы БРИКС и модальностями расширения этой группы, в частности, в экономическом срезе. Особенный интерес представляет общая единая валюта БРИКС, которая могла бы поспособствовать развитию экономического сотрудничества и укрепить в том числе и национальные валюты. Каковы шаги на долгосрочную перспективу в этой связи? Что касается единой валюты БРИКС, на данный момент мы не рассматриваем этого вопроса. Он и не созрел. Нужно быть очень аккуратными. Здесь мы должны действовать постепенно, не спеша. И вот на данный момент мы изучаем возможности расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной. Мы, как я уже упомянул об этом и сказал, рассматриваем возможность сейчас использования электронных инструментов. Необходимость, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией, который был бы независим от тех международных инструментов обмена финансовой информацией, которые вводят определенные ограничения по политическим соображениям и нарушают принципы мировой экономики. Вот мы будем расширять вот это действие, работу пула валют и укреплять банк БРИКС.
новый банк БРИКС. Вот и будем идти по этим направлениям. Для того, чтобы говорить о создании единой валюты, это нужно иметь высокую степень интеграции экономик. И не только это, нужно не только иметь высокую степень интеграции экономик, а нужно добиться их сопоставимого качества и объема. Ну, объем невозможен, имея в виду население и сами экономики. Но экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными. Иначе мы столкнемся с теми проблемами, еще больше, чем проблемы, которые возникли, скажем, в том же Евросоюзе, когда была введена единая валюта. Для тех стран, уровни экономик которых не были сопоставимы, не были равнозначны. Поэтому это отдаленная перспектива. Но теоретически это может быть, можно об этом будет в будущем говорить. Теперь, что касается расширения. Вот мы сейчас, одна волна расширения прошла, расширение БРИКС. И, конечно, вот не случайно здесь у коллег прозвучали вопросы, а вот что мы делаем для того, чтобы адаптировать новых членов организации к совместной работе. Это тоже требует определенного времени. Несмотря на то, что мы долго друг с другом работали, взаимодействовали, но тем не менее, все равно в рамках единой организации нужно поработать. Вот я уже сказал, интерес к работе БРИКС и к участию в работе растет. 30 государств заявили о своем желании работать с БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами, и я буду говорить об этом, с нашими друзьями в Казани, с лидерами стран БРИКС, вырабатываем такую категорию, как страны-партнеры БРИКС. И вот первым шагом будем выстраивать эту работу. Но для нас, для России, это прежде всего страны СНГ, страны Евразийского экономического союза, но из других регионов мы тоже с удовольствием будем приглашать и с этими странами работать. Это первое. Второе, здесь нужен, конечно, консенсус. И мы будем аккуратно в этом отношении действовать. И руководствуясь двумя принципами. Это первый из них – это многосторонность, а второе – все-таки эффективность работы организации. То есть, увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры. Поэтому вот, руководствуясь этими соображениями, будем действовать. Да, теперь… Первый вопрос, извините, был какой? Вот это два. Это все или что-то еще вы спрашивали? Расширение, единая валюта. Ну да, перспективы. Ну, одно уточнение, Владимир Ильич. Вы… Что еще раз? Каковы перспективы и будущее группы БРИКС, на ваш взгляд? Ну, я уже сказал, что формируются новые центры развития, новые центры силы, и поэтому и все они практически представлены в БРИКС. В этом смысле, конечно, за БРИКСом большое будущее, на мой взгляд. Мы с большим уважением относимся к другим региональным объединениям, стараемся с ними сотрудничать. И, честно говоря, несмотря на всю конфликтность сегодняшней ситуации в мире, мне кажется, что развитие БРИКС, если он будет развиваться на тех базовых принципах, о которых я сказал в начале, а именно не конфронтационности, не работа против кого-то, а только исключительно в интересах страны этой организации, то он благотворно, эта работа благотворно скажется и на ситуации в мире в целом. Мы же не строим какого-то блока, понимаете, направленного против чьих-то интересов. Это не блоковая организация.
И в этом смысле она имеет универсальный характер. И, на мой взгляд, благотворно будет отражаться и на мировых делах в целом, в том числе на мировой экономике. Если она будет, если эта работа будет помогать развитию мировой экономики, то в этом смысле она будет полезна и для тех стран, которые в эту организацию БРИКС не входят. Это само собой, мне кажется, разумеется. Вот, и сегодняшние мировые лидеры экономические тоже, на мой взгляд, в конечном итоге получат от этого выгоду. Несмотря на то, что многие из них сталкиваются сегодня с определенными проблемами. Ну, мы знаем, проблема еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом. И если хорошие отношения, экономик этих стран будут устойчивые, стабильные, налажены со странами БРИКС, ну что же, это пойдет им только на пользу. Но в Соединенных Штатах, да, у них в этом году будет, судя по всему, приличный рост, там, свыше 3%. Они скакнули после пандемии так прилично, на 5,7% экономика выросла в США, потом припали до 2,5%. Но в этом году будет чуть побольше, будет 3 с лишним. Но все равно проблем полно там, да. Значит, внешний торговый дефицит, по-моему, свыше 700 миллиардов долларов, 718 миллиардов. Дефицит бюджета 1,8 миллиарда. Это триллион. Так? И долг государственный 34,8 триллиона долларов. Ну, то есть проблем у таких крупных ведущих экономик очень много. А нормальные взаимоотношения со странами БРИКС, а мы открыты для этих нормальных отношений, будут, на мой взгляд, благотворно сказываться и на мировой экономике в целом. Владимир Ильич, одно уточнение. Вы сказали, что страны БРИКС работают над надежным обменом финансовой информации. Это что, шаг к единой платежной системе? Это Нет, это обмен, это обмен финансовой информацией между центральными банками. Ну, это для создания аналога SWIFT. Это аналог SWIFT. Аналог SWIFT. Да. Это то, что обеспечивает международные расчеты. Спасибо. Обеспечивает торговлю. Бразилия, CNN Бразил, Даниэль Ритнер, редакционный директор, вошел в список самых уважаемых журналистов Бразилии по версии бразильского журнала «Журналисты и компания». Пожалуйста, Даниэль. Господин президент, большое спасибо за эту возможность. Во-первых, хочу сказать, что помню о Казани. Приезжал туда в 2018 году в отпуск. Очень хорошо воспринял это. Но тогда нашу международную команду исключили. И мы плакали всю ночь. Но говорю про Казань, потому что вы так тщательно готовитесь к саммиту. И мы в Бразилии тоже готовимся к другому саммиту, а именно к саммиту Большой Двадцатки, который пройдет в ноябре. Правительство Бразилии пригласило вас приехать на саммит лидеров Большой Двадцатки, но система правосудия в стране независима, и говорят некоторые, что нужно будет выполнить предписание Международного уголовного суда, и связанного с ордером на ваш арест. В этой связи есть 3 отдельных вопроса с моей стороны. Планируете ли вы приехать на саммит в Рио-де-Жанейро в ноябре? И с учетом вышесказанного, считаете ли вы, что ситуация, о которой я сказал, показывает слабость БРИКС на фоне старых организаций, таких как МУС? И со всем уважением, боитесь ли вы ареста в Бразилии? Первое, что хочу сказать, что Международный уголовный суд не имеет универсального значения.
Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает. Так же, как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают. Китай не признает. Да, Турция, да. Вот, поэтому то, что такая организация существует, по сути, да, вот если такая организация независимая существует, ну, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла такой универсальный характер. Это первое. Второе. Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну, просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и все, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные, стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий. Поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом. Теперь по поводу независимости. Ну, мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем, что Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули, цык, и он заткнулся. И где это все? Поэтому уважение к такой организации, которая, не носит универсального характера, и, не является самостоятельной, оно, к сожалению, небольшое, на низком профиле находится. Ну и, наконец, самое главное. Ну, во-первых, вы знаете, у нас непростая ситуация, украинский кризис еще далеко не закончился, да? А во-вторых, и самое главное, мы понимаем, что, в принципе, «двадцатка» – это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать, если дальше не будут политизировать. Там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался, и не так давно создавался, как чисто экономическая платформа. Вот так вот, если это будет развиваться именно в таком ключе, это будет полезно. Вот. Но вот мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я там специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там, даже если исключить этот МУС, ну, это разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Ну, мы же взрослые люди. Поэтому мы найдем, кто в России на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии. Спасибо. То есть к «двадцатке» относимся бережно. Владимир Владимирович. Ко всем относимся бережно, кроме врагов. Владимир Владимирович, ну вот вы упомянули украинский кризис. Буквально вчера, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, просроченный президент Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО будет обретение ей ядерного оружия. И скоординированно в издании «Бильд» вышло интервью с неким анонимным украинским технарем, который сказал, что в Украине нужно лишь несколько недель для того, чтобы создать свое ядерное оружие и потом ударить по российским войскам. Что это вообще все означает? Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас сделать это Украина. Это не так просто. Но, для Украины сегодняшнего дня. Но в целом это здесь больших сложностей нет. Все понятно же, как это делать. Вот. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию.
это второе. И третье, и самое главное, оно заключается в том, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже об этом говорило, еще до того, как кризис перешел в горячую фазу. Они уже тогда, до этого, заявляли о том, что, ну, заявляли так относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что вот Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. А не получится так, что в Украине могут подбросить это ядерное оружие, скажем, англичане, а потом скажут, вот они сами сделали, хотели, ну вот и сделали. Ну, здесь, знаете, сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане или кто там еще подбросит. Это сложно скрыть. Это же и фонд соответствующий, действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно, как шило в мешке, невозможно утаить. И мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении. Да, пожалуйста, Саудовская Аравия. Спасибо. Господин президент, исходя из нашего любимого мира, я хочу исправить ошибку господин переводчика, господин Надим, и это наше двустороннее решение. Я хотел бы продолжить обсуждение кризиса на Украине, если позволите. Вы поблагодарили позицию Саудовской Аравии и помощь в обмене пленными с Украиной. Как знают все, дружба тесная между Риядом и Москвой, и между Риядом и Киевом тоже есть дружба. И наследный принц в интервью с Fox News сказал, что Саудовская Аравия делает все возможное для помощи решения кризиса. Ваша оценка усилий Саудовской Аравии. Многие члены БРИКС предлагали решение. Вы говорили, что Рияд близок и к Украине, и к России. Может Россия принять участие в мирной конференции, если будет проведена в дружеской стране, например, Саудовской Аравии, например, в какое-то ближайшее время до конца года? Сейчас сказали про дружеские отношения России и Саудовской Аравии. Так и есть. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную нам страну. У меня очень добрые отношения с королем и вообще такие товарищеские, дружеские отношения, личные, с наследным принцем. И я знаю, просто уверен, что все, что делает Саудовская Аравия на этом направлении, она делает искренне. У меня здесь нет никаких сомнений. И поэтому, если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом. Вопрос, что обсуждать. Как вы знаете, мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры, и результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. Он поставил там свою подпись. Вот. Он в наличии имеется этот документ. Это проект договора. И выжимка из него, повторю еще раз, парафирована главой переговорной делегации. Но если Украина поставила там свою подпись, значит, там все устраивало. В этом случае какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, да. Но выбрасывать его в помойку, этот документ, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку.
Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу. Значит, есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно. И соответствующая группа в Нью-Йорке создана. Мы очень внимательно это смотрим, с уважением и понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Потому что мы отдаем себе отчет в том, что это, конечно, является элементом раздражителем таким в международных делах, европейских делах, в экономике и так далее. И мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами. Повторю еще раз, готовы вернуться. Не мы прерывали переговоры. Я хочу напомнить. Это же украинская сторона заявила, что все, дальше переговоры с Россией вести не будет. Первое. Второе. Вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет-то действует. Пусть для начала отменит хотя бы этот декрет. Ну, это же смешно даже говорить. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимания, что ли? Это же просто смешно. Да? Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе Стамбульского переговорного процесса. Да, спасибо. У нас уже образовывается очередь. Пожалуйста, Объединенные Эмираты, потом ЮАР и потом Бразилия. Пожалуйста, Эмираты. Господин президент, ваше глубокое понимание военных стратегий, возможно, вы заметили в последнее время в поведении российской армии в той войне, которая продолжается очень долго, больше, чем вы ожидали. Вы чувствуете ли какие-то сюрпризы, удивления, может быть, разочарования выполнением российской армии своих задач? И второй вопрос. Как вы можете определить, когда вы достигнете победу на Украине? Вот определять какие-то сроки – это такая очень сложная вещь. И она вообще контрпродуктивная. Вот сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Мы-то за. И я сказал, каким образом это может быть реализовано. И если это совершенно искренняя позиция со стороны, с другой стороны, пожалуйста, чем быстрее, тем лучше. Теперь по поводу армии. Вы знаете, современный способ ведения вооруженной борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом. И сегодня на завтра дать абсолютно точную оценку того, что будет происходить, уже достаточно сложно. Более того, вот еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения вооруженной борьбы – это противоборство технологий. Да? Сегодня я уже от наших участников боевых действий, представляете, от участников боевых действий, услышал, что современная война – это война математиков. Потому что, ну вот конкретный совершенно пример, потому что, скажем, средства электронной борьбы, противоборства, да, они работают на определенные, на определенные средства поражения и подавляют их. Так? Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели, 10 дней, 3 недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих электронных средств подавления.
И это продолжается бесконечно. Ну, конечно, ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии этого делать. Так же, как использовать высокоточные и дальние средства поражения. Потому что их просто нет. Ясно, что все это делает НАТО. Страны НАТО и военные специалисты НАТО. Знаете, в чем разница? Значит, НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница. И это, особенно за последнее время, вот я фиксирую это, смотрю, российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда мы там когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами. Победа будет за нами. Пожалуйста, ЮАР. Спасибо большое, господин президент. Когда я слушаю некоторые вопросы и комментарии, которые вы даете, очень хорошо, что я в Кейптауне, на самом юге африканского континента, вдали от всех этих процессов. Но все-таки я размышляю при этом, нужен ли момент Манделы современному миру. И, например, БРИКС во время вашего при вашем лидерстве может представить миру такой момент Манделы, потому что любая война заканчивается миром. Это обязательное условие на протяжении всей истории, и нам нужно найти путь к этому миру. И очень часто путь к миру непрост, потому что он не всегда очевиден. Также все усложняется технологиями в современных конфликтах, потому что таким образом они влияют на всех людей. Но у меня противоречивый вопрос, господин президент. С одной стороны, я считаю, что вы сторонник мира и хотите мира, и российский народ хочет мира, и на Ближнем Востоке все хотят мира, и в других частях света все хотят мира. Но прежде чем мы начали сегодняшнюю встречу и приехали сюда, турецкий министр иностранных дел встретился со своими коллегами, ближневосточными в основном, и сделал несколько заявлений. Он сказал, например, среди прочего, что есть очень высокая вероятность войны между Израилем и Ираном. Возможно, вы уже ознакомились с этим заявлением турецкого Минэндел. И, конечно, она будет иметь разрушительные последствия для региона и для всего мира. Вопрос, который я хочу задать вам, следующий. Что вы об этом думаете, господин президент? Могли бы вы вмешаться, и что бы Россия могла сделать, и что бы могла сделать организация БРИКС для того, чтобы избежать этого? Спасибо. Да, это сложная ситуация и опасная, конечно. Вот я сейчас только что говорил вашему коллеге по поводу того, что происходит на украинском треке, на украинском направлении. Сказал, что НАТО воюет с нами руками украинских солдат, а украинские солдаты воюют натовской техникой. А мы-то все сами делаем. Мы сами и воюем, и технику делаем. Понимаете? Разница колоссальная на самом деле. Натовцам не жалко украинцев. Не их солдаты. Они обслуживают интересы США. В этом смысле им тоже не жалко. Вот. Но
Но мы-то должны думать. Мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир, в том числе и мирными средствами. Вот разница в чем. Вот в этом колоссальная разница. Мы не издаем декретов и указов о запрещении переговоров. Мы говорим, мы готовы. На треке Ирано-израильском треке все тоже очень остро. Там воевать будут, если дело дойдет, не дай бог до этого, напрямую будут воевать солдаты обеих сторон. Мы в контакте и с Израилем, мы в контакте с Ираном. У нас достаточно доверительные отношения. И нам бы очень хотелось, чтобы вот этот бесконечный, как может оказаться, обмен ударами, он в какой-то момент был остановлен. И чтобы были найдены такие способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы как одну, так и другую сторону. Но это всегда ответ на этот вопрос всегда лежит на пути поиска компромиссов. Возможно они в данной ситуации или нет? Я думаю, что да. Как бы сложно это ни было, но это, на мой взгляд, возможно. Просто это очень тонкая сфера, забегать вперед и что-то, о чем-то публично сейчас говорить, мне кажется, контрпродуктивно, потому что может только нанести вред. Но поиск решений подобного рода, он очень востребован. И мы, конечно, если стороны конфликта в этом заинтересованы, мы готовы поучаствовать абсолютно искренне, с пониманием интересов как одной, так и другой стороны. Но что касается Ирана, то у нас с Ираном просто союзнические отношения, и мы очень тонко чувствуем, что происходит в этой стране, тонко чувствуем, что происходит в различных сферах. Ну, а потом послушайте, как комментировать то, что происходило в Иране, вот эти удары со стороны Израиля. Как это комментировать? Ну, а с другой стороны, конечно, мы всегда это говорим, и я хочу это подчеркнуть, мы против любых террористических проявлений, любых, в том числе и против Израиля, и против граждан Израиля. Об этом тоже мы не должны забывать. Но, тем не менее, на вопрос, возможно ли компромиссы, мне кажется, что возможно. И если это будет востребовано, мы в контакте с одной и с другой стороной готовы все сделать, все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в поиске этих компромиссов. Пожалуйста, Бразилия. Позвольте мне вернуться к плану из 6 пунктов, которые предложили Китай и Бразилия. Вы рассматриваете возможность начать переговоры за столом переговоров на условиях, которые предложили Китай и Бразилия. Помимо этого, господин президент Украины Зеленский назвал этот план разрушительным и сказал, что президент Лула слишком пророссийский. Это цитата Зеленского. Считаете ли вы, что господин Лула действительно союзник? И может ли он сыграть роль в переговорах между Россией и Украиной? То, что предложил Китай и Бразилия, создать соответствующую группу в ООН, план соответствующий предложить, мы об этом ничего не знали. Поэтому
То есть ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решения мирного урегулирования, они с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным. Ну, это хорошо, это плохо, другой вопрос. Но это просто говорит о том, что и Бразилия, и Китай действуют самостоятельно, никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это, я говорю, совершенно ответственно, публично, вот это можно распространить в каких угодно средствах массовой информации. И наш министр иностранных дел мне докладывал прямо из Нью-Йорка о том, что происходит, и без всяких предварительных консультаций с Бразилией и из Китая. Значит, и я считаю, что в целом это взвешенные предложения, взвешенные, направленные на поиск мирного решения. Если кому-то это не нравится, ну это их позиция. Я уже говорил, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования, и все, это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле. Вот и все. А теперь не хотят. И вот совсем недавно же значит, глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил, он же публично сказал, не будем вести никаких переговоров. Ну, что же мне добавить-то к этому? Нравится там кому-то в Киеве или не нравится предложение Бразилии и Китая, ну это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. Я могу вам сказать, что повторить еще раз. Мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира. Да, пожалуйста, Индия у нас. Господин президент, мой вопрос резюмирует разные вопросы. Он связан с украинским конфликтом. Было сказано, что Индия, Китай и Бразилия могли бы быть посредниками потенциальными по прекращению конфликта. А наш премьер-министр Нарендра Моди общается и с вами, и с американским президентом, с украинским президентом. Как вы считаете, вот такая возможность посредничества, она в ближайшее время насколько реалистична? Вы знаете, вот сейчас только коллега ваш задал вопрос по событиям и напряжению на ирано-израильском треке. И я ответил, что если от России что-то будет зависеть, и если наше посредничество востребовано, то мы с удовольствием поработаем с коллегами. То же самое касается наших друзей, которым мы полностью доверяем. Я имею в виду в данном случае премьер-министра господина Моди. Да? Я знаю, мы в каждом разговоре с ним по телефону, он поднимает вопрос, какие-то соображения свои высказывает по этому поводу. Мы только благодарны за это и приветствуем. Спасибо. Ну, мы уже, так сказать, начинаем закругляться. Пожалуйста, Эмираты, Надим. Господин президент, также хотел бы продолжить вопрос коллеги из Бразилии. Мухаммед бен Заид вскоре прибудет в Россию. Вы встретитесь с ним, вы про это уже сказали. Это действительно важный визит. У вас был прекрасный визит в Абу-Даби ранее. Также мы говорили о МУС, о его деятельности. Но, что важно, Мухаммед бен Заид был в США, обсуждал технологическое сотрудничество США. И вот как вы смотрите на ОАЭ? Это возможность выстраивать отношения ОАЭ с Ираном, США, с вами, с другими странами, сотрудничать с международными организациями, как МУС. Является ли это примером того, какую политику вы в том числе хотели бы вести? Это
хороший пример. И у нас очень добрые отношения с Арабскими Эмиратами. У меня очень доверительный дружеский контакт с президентом. И я уверен, что его визит очень будет плодотворным. И неофициальная его часть. Я хочу пригласить его прямо домой, вот здесь вот рядышком буквально. Да, мы поужинаем, посидим, проведем вместе вечер, поговорим по всем текущим вопросам. И действительно президенту Арабских Эмиратов удается поддерживать добрые, хорошие, очень деловые отношения с очень многими партнерами. И это само по себе представляет значительную ценность. Поэтому посмотрим, действительно, нам и Саудовская Аравия немало сделала, помогла, в том числе и по обмену удерживаемых лиц, и с Объединенными Арабскими Эмиратами мы в таком же контакте. Экономические связи у нас развиваются, товарооборот подрастает. Он конечно, не как с Китаем, там не 240 миллиардов, да, но тенденция положительная. Это первое. А второе, у нас инвестиционный фонд работает очень хорошо и успешно. И это просто конкретные вопросы двухсторонних отношений. Ну, а что касается ближневосточной проблематики, мы прислушиваемся к тому голосу, который формулирует руководство Объединенных Арабских Эмиратов. И, конечно, учитываем это и в своей практической политике. Пожалуйста, Китай. Фанни. Вы только что обсуждали очень много вопросов безопасности. Я очень благодарен господину президенту за такое важное описание китайско-российских отношений. МИД Китая опубликовал заявление о том, что председатель Си Цзиньпин посетит саммит в Казани. Как вы считаете, под вашим с Си Цзиньпином стратегическим руководством двусторонние отношения переживают лучший период? Какие у вас планы или ожидания на более долгосрочную перспективу? Российско-китайские отношения сейчас очень перспективные. Говорим ли мы о новых производственных силах, которые Китай сейчас продвигает, китайское правительство, о нашей электронной коммерции, о новых областях? На ваш взгляд, какие области обладают самой большой перспективой развития в двусторонних отношениях? Сейчас мы очень активно работаем в сфере энергетики, это хорошо известно, и это направление мы, безусловно, будем развивать. Мы работаем над созданием 2 блоков на атомных электростанциях в Китае. Мы поставляем большое количество энергоресурсов, и нефти, и газа, и будем расширять это сотрудничество. Я уже говорил, что и для нас это полезно, и для наших китайских друзей очень надежный источник, потому что он никак не подвержен никаким влияниям со стороны. И это такая базовая вещь. Мы расширяем сотрудничество в области сельского хозяйства. И мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они там, где, естественно, это соответствует интересам Китая, приоткрывают свой рынок, в том числе для поставок товаров сельхозпроизводства, имея в виду, скажем, и свинину, и некоторые другие товары. Но это, конечно, такие вещи традиционного характера. Но мы должны смотреть, безусловно, в будущее. И здесь одно из важнейших направлений – это, конечно, высокотехнологичное сотрудничество, это инфраструктура, это искусственный интеллект, это биотехнологии, генетика, это космос. Да, пожалуйста, Саудовская Аравия. Большое вам спасибо, господин президент. Благодарю вас за уделенное время. И 2 коротких вопроса. Первый связан с
с Павлом Дуровым, который имеет гражданство Франции, России, Эмиратов. Мы знаем, что с ним происходило в последнее время. Что Россия может сделать в том, чтобы помочь ему? И второй вопрос касается главы парламента Ирана. Он сделал странные заявления. Реализации резолюции Совбеза 1701. Он прокомментировал ее достаточно в негативном ключе в ходе контактов с французами. И что может сделать Россия в рамках БРИКС для того, чтобы наладить отношения, скажем, Израиля с Ираном? И есть ли угроза того, что будет серьезный конфликт между этими странами? Отношения между Израилем и Ираном должны строить прежде всего две страны. И Израиль и Иран. Это их задача. Мы не можем вмешиваться в двухсторонние отношения весьма уважаемых государств на Ближнем Востоке, играющих существенную роль. По поводу высказываний руководителя парламента Ирана, я думаю, что вряд ли мне нужно комментировать высказывания руководителей представительных органов власти других стран. У нас, повторяю, очень добрые, союзнические, очень доверительные отношения с Ираном. И ситуация напряженная. Сейчас все замерли в ожидании возможных ударов со стороны Израиля. Я очень надеюсь на то, что удастся нам избежать раскручивания этого конфликта. И повторяю еще раз, мы готовы сделать все, что от нас зависит, насколько это возможно, если наша роль здесь будет восприниматься позитивно. И для того, чтобы и в секторе Газа дело в конечном итоге закончилось миром и прекращением этих ударов ужасных по гражданским целям. И чтобы на юге Ливана ситуация нормализовалась, чтобы прекратились взаимные удары с одной и с другой стороны, и чтобы на эту территорию тоже вернулась мирная жизнь. Мне кажется, что никто сейчас не заинтересован в раскручивании спирали этого конфликта. Ну, никто. Ни по соображениям безопасности, ни по соображениям экономики. Поэтому мне кажется, что шансы найти решение существуют. Но удастся это сделать или нет, это, конечно, зависит прежде всего от стран, вовлеченных в это противостояние. Египет, потом Россия, и будем, наверное, уже закругляться. Пожалуйста, Египет. Тфадалю, Масар. Господин президент, спасибо большое за это приглашение. Хотелось бы поговорить о российско-египетских отношениях, которые в последнее время очень активно и сильно развиваются. И ваши отношения с господином Абдель-Фаттахом Сеси этому содействуют. Очень много проектов по развитию, которые были начаты в последнее время между Россией и Египтом. Хотел бы понять, какое ваше мнение в отношении будущего развития этих проектов и будущее развитие отношений между двумя странами. Спасибо. Традиционно очень теплые, дружеские отношения с Египтом на протяжении многих-многих десятилетий. И мне очень приятно отметить, что в последние годы, благодаря в значительной степени президенту Аль-Сиси, эти отношения укрепляются. У нас подрастает товарооборот, мы работаем над крупными проектами, но достаточно сказать, что мы, это хорошо известно, атомную электростанцию строим, все идет по плану, и уверен, что все эти планы будут реализованы. Нам нужно поактивнее двигаться по поводу промышленной зоны, о которой мы уже давно говорим, и
предпринимаем там пока достаточно скромные шаги. Сегодня в своем приветствии деловому сообществу БРИКС президент Египта об этом тоже сказал, о промышленных зонах в зоне Суэцкого канала. И у нас тоже есть конкретные планы, связанные с машиностроением прежде всего. Это очень интересные долгосрочные проекты, которые будут характеризоваться не только солидными инвестициями, но и развитием кооперации, промышленной кооперации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Мы продолжим нашу совместную работу в гуманитарной сфере, в том числе и по подготовке кадров. Ну и, наконец, мы продолжим сотрудничество в сфере безопасности. Надеюсь, возобновим работу и в области военно-технического сотрудничества. И на мой взгляд, очень важным является наше взаимодействие, согласование позиций на международной арене. А в том числе это касается вопросов обеспечения безопасности в регионе. Владимир Владимирович, вот интонация на Западе изменилась по отношению к Украине. Если раньше говорили о обязательной победе Украины, о решении всего на поле боя, то сейчас активно обсуждается размен территорий на вступление остатков Украины в НАТО. Как вам такая идея? Я не понимаю, когда вы говорите о размене территории, потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская области и Херсонской. Вот, это первое. Второе, нам без всяких сомнений, кроме этого, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности. Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на 2 или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса. И вот именно к этому мы и должны стремиться. А то, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю. Спасибо большое. У нас еще вопросов много, но мы понимаем, что наши 2 часа истекли. Не будем злоупотреблять вежливостью президента России. Огромная благодарность от всех нас за вашу искренность и терпеливость. Я даже записал себе некоторые важные вещи, что БРИКС не антизападная организация, а просто не западная. Нет, это не я сказал. Да, это пример моде, так сказать. Да, пример моде, да. Вы цитируете. 30 государств заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС, что очень важно. Вопрос о единой валюте не созрел, но нужен надежный обмен финансовой информацией, фактически аналог. Использование национальных валют. И более широкое использование национальных валют. Что США опоздали на 15 лет. Никто не лезет в отношения других стран, внутри стран организации БРИКС. Но мы ко всем относимся бережно, а победа будет за нами. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я хочу вас поблагодарить за организацию сегодняшней встречи. Хочу всех коллег поблагодарить за совместную сегодняшнюю работу и за интерес, который вы проявляете к работе на БРИКС. У организации хорошие, такие стабильные, надежные перспективы. Повторю еще раз, такая уверенность у меня основана на том, что у нас реально общие ценности, общее понимание того, как нужно выстраивать отношения друг с другом. А если такие страны, как Индия, Китай, Россия
Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и все другие страны-участники БРИКС, а их уже 10, а с ними и те, которые проявляют интерес к БРИКС, а их уже 30 и будет еще больше, все будут руководствоваться этими едиными принципами, то, безусловно, организация будет развиваться на этой прочной базе, на этой основе и будет существенным элементом нового миропорядка, многополярного, надежного с точки зрения безопасности и развития для всех народов, включенных в эту организацию. Я хочу вас поблагодарить за эту совместную работу и выразить надежду на то, что мы с вами не последний раз встречаемся. Надеюсь, что ваши представители или вы сами будете работать и в Казани, и мы сделаем все для того, чтобы работа пошла на самом высоком уровне. Благодарю вас. Владимир Владимирович, мы еще благодарны вашей пресс-службе, которая к нам отнеслась очень бережно и заботливо. И наше последнее на сегодня пожелание о совместном фото. Пожалуйста.